Как думаете, сколько такая пушечка стоит? Мой синий вот этот офигенный. Так интересно сделано, как будто много-много. Единственное, что мне тут не нравится, легендарный мотоцикл Париж-Дакар. Немножко глины, металла, тройной выхлоп. Офигенно. Вы довольны? Просто рай вообще, посмотри. Дорогие мои, хочу поблагодарить вас за лайки, комментарии, которые вы оставляете под видео. Ну и хочу также посоветовать подписаться на мой инстаграм и телеграм-канал, в котором мы часто проводим различные конкурсы, для того, чтобы меня не терять. Тем более, что совсем скоро мы отправляемся в Турцию, и будет очень крутой контент. Ну и подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, получайте все уведомления. Приятного просмотра. Каждый немецкий самурай должен посетить это место. Приветствую вас, любители BMW, любители путешествий и вкусной еды. Приятного аппетита! В прошлой серии мы проехали на BMW E60 самый жесткий перевал в нашей жизни, Стельвио Пас. В общем, мы проехали 6000 километров. Сегодня мы отправимся с вами в святую святынь. Каждый обладатель BMW обязан посетить это место. Ну вот, одна из новинок BMW катается по баварским землям. Красивая, мне нравится. $20.46. Guten Tag. Here in Here. Мы приехали в Германию. Вот заезжаем в апартаменты. Проехал я 4000 километров на BMW. Сейчас вот заселяемся. И грех было бы не посетить музей BMW в Мюнхене. Сейчас. Ну вот такая вот атмосферка здесь. Прикольненькая. Маленькая кухонка. У нас вот эта комната, одна кроватка, вот вторая кроватка. Мы можем пользоваться кухней, комнатой и террасой, что важно. И здесь у нас такая прикольненькая терраса, где можно позавтракать с утра. Но, знаете, мы вот все время едем, и мы где просто тупо ночуем, и все. Вот. По всей Европе уже проехали. Магазин работает с 8 до 8. Есть некоторые магазины, которые до 9 работают. Мы на заправочке закупились тут на 30 евро. Морковки, сосиски. Лор, наин. Нельзя. Наин. Какие глаза большие. 9:44. У нас, как всегда, все не по плану. Девочки собираются медленно. С семьей путешествовать это вам не одному. Вот так у нас все загружено в тачке. Мои сапоги, которые я не использовал, к сожалению, для поездки на мотоцикле. Главное, что у нас есть горшок. Багажник BMW огромный. Вы просто не представляете, сколько вещей я засунул. Но меньше их не становится почему-то. Хотя мы съедаем что-то. Вот здесь полная сумка еды. Тапочки, самокат. Доброе утро, Милеша. Самое классное, когда ты все сложил, и кому-то что-то нужно. Я не знаю, как мне это удалось, но у меня появилось вот тут свободное пространство. И у меня с собой еще есть Демос пита-чипсы из арабского хлеба не во фритюре. Очень и очень вкусные. Ссылочку на их инстаграм оставлю в описании, продаются в магазинчиках Рима. А вот это мы покатались по итальянским серпантинам. Знаете, почему я себе не хочу покупать Мерседес? Да потому что на Мерседесах в Германии ездят только таксисты. И все. А вот на BMW я таксистов не видел. Но это не точно. Немножко по поводу апартаментов. Они стоили 140 евро. Но они не стоят этих денег, так как там запах какой-то странный. И на фотках выглядит, что много места, но на самом деле очень мало места. И нет вот этого личного пространства, потому что чувак, который там находится, он все время с вами сидит в комнате. Вообще не понимаю, в Германии какие-то проблемы с апартаментами, потому что предыдущие апартаменты, которые мы снимали в Европа Парк, это был вообще полный ужас. Чувак нам даже не хотел тарелки давать, у нас была одна комната. Поэтому внимательно читайте условия на Airbnb и внимательно выбирайте апартаменты. Прямо под музеем есть парковочка. Берете талончик. Хопа, дай талончика. Шлагбаум открывается, и вы попадаете в рай BMW. Знаете, тут парковки уже хватает. Тут такие заряженные тачки стоят. Вот одна из новинок с этими большими ноздрями. И в жизни выглядит намного веселее, интереснее. Мне нравится. Дорогие мои друзья, найти хороший автомобиль в наше время большая проблема. Поэтому перед тем, как покупать автомобиль, обязательно проверьте его. Это очень важно, чтобы не попасть на деньги. Я хочу вам посоветовать Car Vertical. По моей ссылочке, с моим промокодом, ссылочка в закрепленном комментарии в описании под этим видео, вы получаете 20% на проверку автомобиля. Что вам для этого нужно? Всего лишь узнать ВИН-код автомобиля. Адекватный продавец должен вам его предоставить. Что важно, информация, предоставленная в других отчетах, может быть изменена, а эти отчеты основаны на блокчейн-технологиях.
поэтому ими невозможно манипулировать. Записи об угонах, данные продавцов, пробег автомобиля, который обычно все любят скручивать, спецификация автомобиля, комплектация. Здесь вы можете проверить историю ремонтов и технического обслуживания. Отчет о скрытых повреждениях, характерные дефекты для каждой модели. Если у вас нет возможности пригласить эксперта проверить автомобиль, и вы не сильно понимаете в этом, тут есть даже контрольный список, который поможет вам при проверке автомобиля. Недостатки модели и ее изъятие с рынка. Как и говорил, ссылка в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Спасибо вам за поддержку. Каждый ваш переход помогает мне делать более качественный, интересный контент. Ну а мы продолжаем дальше. Привет, Денис. Привет. Привет, Денис. Привет. Ну вот первое, что я вам хочу показать, это самая заряженная S1000RR версия с карбоновыми крыльями, самая последняя модель. Кстати, немного изменена. Как думаете, сколько такая пушечка стоит? Полный фарш. Карбоновая защита цепи, Хагер, как вы его называете. Она мне начинает уже нравиться, хотя изначально что-то не очень она мне нравилась. Слушайте, эти ноздри выглядят офигенно, особенно вот в черном цвете. М3, посмотрите, какая заряженная. Знаете, какие тапочки, ля, просто красотка. Ай, BMW все-таки умеет делать машина. Я бы, наверное, вот такую салатовую себе взял на выходной день. Сейчас мы тут походим, посмотрим самые-самые новинки. Это в матовом цвете, таком синем. Красивенькая, М4. Это мой синий, вот этот офигенный. X5 M Competition. Обалдеть. Да, он такой еще переливается. Посмотри, как красиво. Сзади 22-е диски, спереди у нас 21-е диски. Ну, это, конечно, просто вот это мечта. Все, я хочу такой X5 себе. Ну, вот на таком мотоцикле я должен был прокатиться по перевалу Стильвио. Ну, ничего, в следующий раз. Да, это офигенный, кстати. Не знаю, здесь намного красивее, здесь агрессивный. Предыдущая модель, вот, которая у меня была, она не настолько агрессивная. Вот это мне нравится. R19, на таком я уже катался. Уже будет обзорчик. Он чисто на стиле такой. Где-нибудь выехать, кофе попить. Для спокойной езды, сильно он не наваливает. Как у Урала, 2 котла. Вот этот я хотел бы затестировать. BMW салон Латвии, представители в Латвии. Пожалуйста, дайте мне такой мотоцикл на тест-драйв, эмоциональный тест-драйв. Ой, какая красотища! Путешествие. Когда я буду путешествовать? Когда я буду зарабатывать столько, чтобы можно было путешествовать, а? Иди к цели, зарабатывай больше, говорили они. Блинная. Я ставлю ставки на блинную, тогда, может, вот будут путешествия. Карбоновое крыло. Слушайте, он действительно классный, мне нравится. И расцветка нравится. Единственное, что мне тут не нравится, я бы хотел установить побольше плуг, чтобы не видно было вот этого громадного катализатора, или вообще убрать его. Это Евро 5 нормы. Тут задушен уже движок от СРР. Надеюсь, они пофиксили все эти косяки, которые были раньше. У Петрова там были. Подрамник от СРР. Ну и куча электронных помощников, бесключевой доступ. Вот сюда еще такое стеклышко поставить, чтобы по шоссе нормально. И в Италию на серпантины go. Это мотоцикл для детей, вот специально 310-очка. Школьники на ней могут кататься. Ну, а это, соответственно, вот большие дяди садятся сразу. Литр 800, который мы уже вам показывали не раз. Заверните мне, пожалуйста, одну М8 кабриолет, одну М8 четырехдверную и одну М8 купе. И вот этот X5, X7M, точнее, да. Здесь что-то интересное. Hydrogen Next. Это, я так понимаю, X5, да? На базе X5. Весь в тонировке. Машина будущего. Думаю, по мощности там тоже ого-го. Видимо, это двигатель, если его так можно назвать, этого автомобиля. Так, нажимаем на паузу, читаем и переводим. Вот здесь раскрыт весь секрет этого автомобиля. Кто там говорил, что премиум-класс должен быть только черного цвета? Вот новая семерка М7 в фиолетовом цвете. Очень красиво выглядит. Там BMW салон, новые машины, новинки. И здесь у нас уже BMW музей непосредственно. Вход. Здесь вы загадываете желание, и вот эти шарики модулируют вашу мечту, которая когда-нибудь, может быть, сбудется. Я думаю, если продать такой мотоцикл, можно купить себе 5 новых в М-пакете СРРов. Нам дали такие маски по типу уток. Нормальные. Все мотоциклы находятся за стеклом по этажам. Я думаю, что это настоящая машина. Это не макет. Смотри, все из карбона. Настоящая резина. Можно потрогать все тут. О, BMW формула. Новинка.
По этим антеннам что он делает? Ориентируется на трассе, видимо. Наклон. Так, уже руль потрогали, да. Это так интересно сделано, как будто много-много жвачек, каучука такого. Что-то интересное. Но я вам скажу, это не хуже. Тоже такой заряженный болид. 3-литровый, 10 цилиндров. Сколько тут лошадей у нас? 930. 930. При 18,5 тысяч. Это в 2005 году. Вот она копейка, немецкая копейка. Hello. Пошли, здесь у нас классика. Такая у моего отца была. Да, как у папы, вот точно такого цвета, с такими же дисками, точь-точь. Я никогда не понимал вот этот компакт-класс, но потом я понял, что это для девушек и для тех, у кого не хватает денег на полноценную купе. Ну, тут багажник намного больше. Но это все троечки, получается, вся третья серия здесь. 64-го года купешечка. Я так понимаю, двигатель у нас здесь сзади. Каждому желаю по такой пушечке. Особенно тем ребятам, которые занимаются гонками, треком. Дрифтеру вот такую надо пушечку. Легендарный мотоцикл Париж-Дакар. Это уже легенда. Вот мы стоим и думаем, для чего вот эта штука? Может, это крепление для сумки? Для чего это вообще? Тут ребята говорят, может, это для охлаждения бака как-то работает это все, непонятно. Воздух, может, сюда задувает и охлаждает. Я думаю, что никто не успел в комментариях написать. Мы поняли, что это такое. Это воздушный фильтр. Петрова я бы на такой прокатил. Сюда, он как раз бы сюда вот залег так нормально. Да, и мы бы полетели с ним. Невозможно, конечно, все показать вам, но попытаюсь показать максимум то, что интересно мне, и то, что может быть интересно вам, как мотоциклистам, так и автомобилистам. Я просто обалдеваю от того, насколько далеко немцы ушли в технологиях. В отличие, скажем так, от других стран. В 1929 году вот на этой ракете Эрнест Якоб Хене развил максимальную скорость. Сколько там было? 270 километров в час. И был абсолютный чемпион, так сказать, да, рекордсмен в мире. Ребят, если приедете в Германию, не забывайте, что здесь по-русски все понимают практически. Тут только что тетушка шла, она такая, говорю, это из глины, она... Угу. Вот прототип из глины. Ну вот так вот делали легендарный S1000RR. Немножко глины, металла и готов. Кто не понял, это, друзья, прототип. Это наш любимый двигатель с вами от SRR изнутри. Почему они за стеклом? Я их хочу потрогать. Я вижу, что здесь ABS есть уже. Как тебе уточная маска? Немножко тяжело дышится в ней. Голова болит из-за того, что мало можно. Давайте дырок там сделаю сейчас. BMW R1200C, который так и не вошел в масштабное производство. Посмотрите на эту переднюю интересную подвеску. А вот такие я даже у наших ребят видел, в Риге катаются. R1100S. Такая только у меня и у Джеймс Бонда, да. Что внутри, что снаружи, да? Воздухозаборники очень классно сделаны, красиво. Немножко Порша, немножко Астон Мартина и немножко BMW, такая вкусная смесь. Один из моих любимых цветов — это синий цвет. Словом, эстетика, красота. 007. Это тоже, что ли, машина Джеймс Бонда? Z3. Я что-то не припомню, что на ней катался. Но вполне возможно. Ля, какая аэродинамика. Уже в те года. Красотка. Это уже поинтереснее, конечно, будет. 1969 года BMW 2800 GTS купе Frua. Теперь понятно, откуда пошли вот эти большие ноздри в 2021. Вот это именно то купе, которое я обожаю. Именно этот кузов троечки. Это вообще мой фаворит. Вот это расширение, вот это дизайн. Он хоть и квадратный, но он настолько крут. О, акула. Интересно выполнен выхлоп, да, посередине сделан у М5. А почему здесь нету Е34 М5? Но мне все-таки Е34 кузов больше заходит, чем этот предыдущий. Это уже для богатеньких. Зашли в гоночный отдел, и тут все связано с гонками, гоночные машины. Е30 это мой любимый кузов. Классно, я не знаю, не пил это пиво. Ребят, запомните, Варштайнер рекомендуют. Ну, тут лютое расширение, посмотрите, какое сделано. Там воздухозаборники охлаждают задние колеса, задние тормозные диски. 12,5 дюймов ширина диска. Обалдеть, а выхлоп какой! Угу! Как тут глубочко, вот тут. Ты не трогай ногами, ты что?
Штраф будет. Обалдеть, какой монстр, да. Ну, зад немножко странный, но перед вообще просто обалденный. Он с карданом, да? Тройной выхлоп, мне офигел. Я не понимаю, почему он остался концептом. Машина будущего, которую сделали в 2009 году. Это для Калифорнии, знаешь, такая машинка на электричестве. По хорошим дорогам. Я немножко обиженная мордочка в этой автомобиле BMW 328 39 года. И вот E60, к сожалению, мы ее сегодня не увидели с вами. Вот она здесь у нас в таком вот обличии, которую вы уже видели. Не понимаю, почему там не было ни E60, ни E34, скорее всего, они в мотомире. Милеша, подарочки. Так, ульмовского О, пива. спасибо, спасибо. Милена такая фигня. Харибу выпускается в золе. Ну и всякого тут остального, что для зубов. Полезная еда. Держи. Да не стесняйся, бери, Миляш. Пожалуйста. Дай папа положит. Да, как раз место для сумки вот освободили. Козырный номер у Сереги, 3 девяточки. Ой, ёпта, тетка чуть на нас не наехала. Ахтунг. 4 девятки, да. Да, в виде цилиндров. На часах 14:05 мы сидим в немецком пабе. Тут очень шумно. У немцев обычно всегда в ресторане шумно. Аниси Айс Кафе, пожалуйста, угощайтесь. Салатики, шницель. Громадный просто. Здоровье. Вот эти 2 громадных шницеля. Просто божественно. Плюс еще салат. Пиво вкусное, все очень вкусно. Обычная улица в Мюнхене, окраины. Вы довольны? Рай вообще, посмотри, сколько сувениров. Сладостно. Обалдеть. Ну сколько потратили? Ну быстро говорите, давайте. 38 евро? Два сумки. 2 сумки сладостей. Просто вау. Огромное спасибо ребятам, которые нас встретили, угостили, провели с нами время в BMW музее. Я обязательно вернусь еще в Германию на мотоцикле. Всем до новых встреч, бодрячком. Пока.